Существует достаточно материала на тему построения рубашечного воротника. Авторы показывают, по сути, одно и то же, не очень сложное построение. Так почему в результате этот воротник не получается, отстает от шеи и выглядит совсем не так, как хотелось бы? Если вы думаете, что не получается только у вас, вы ошибаетесь. У меня не получалось точно так же. И сегодня я поделюсь своими открытиями, почему не получается и что нужно сделать, чтобы получилось. И дело тут не в том, что другие авторы рассказывают что-то неправильно, а как раз в том, что они не рассказывают и какие важные моменты упускают. Сегодня мы попробуем восполнить этот пробел. Это канал «Шьем с умом». С вами Александра. Давайте начнем. С чего обычно начинают построение воротника рубашки? С того, что мы измеряем длину горловины на чертеже или на изделии. Но дело в том, что ошибки в конструкции воротника могут происходить еще до его построения, а именно из неправильно построенной линии горловины. Поэтому прежде измерения давайте проверим на наличие ошибок саму горловину. Начнем со спинки. Согласно общему правилу, центр горловины спинки должен располагаться на верхней границе седьмого шейного позвонка. Звучит вроде понятно, но на практике не всякий отличит седьмой позвонок от восьмого, не говоря уже о том, чтобы найти его верхнюю границу. Если центр горловины по спинке опустить ниже, чем нужно, то есть если горловину по спинке выбрать слишком сильно, это вызовет отставание воротника в районе затылка. Решить это можно следующим образом. Берем сантиметровую ленту или широкую тесьму и надеваем на шею. Примерно так. Нижний край ленты покажет вам линию горловины по спинке. Как раз пройдет через седьмой позвонок. Такой способ еще очень удобно использовать для уточнения линии горловины на примерке. Теперь рассмотрим полочку. Центр горловины полочки принято отмечать по нижнему краю еремной впадины. И в большинстве изделий ее, как правило, потом еще углубляют. Но только не в классической рубашке. Если внимательнее посмотреть на посадку рубашечного воротника на фото, то можно увидеть, что нижний край стойки проходит совсем не по нижней границе еремной впадины. И даже не по ключичным буграм, а выше. Очень мало кто из авторов обращает на это внимание. Наоборот, сплошь и рядом советуют расширить и углубить горловину, мол, чтобы она не врезалась в горло. И получается, что вы строите классический рубашечный воротник правильно, но не там, где нужно. В итоге он отстает от шеи и лишь отдаленно напоминает классический. Напишите, если вам приходилось с подобным сталкиваться. Как здесь быть? Первое – это определиться, что вам действительно нужен классический воротник. То есть воротник с высоким уровнем горловины. Потому что есть рубашечные воротники с низкой горловиной, которые не являются классическими. Если все-таки нужен классический, то снимаем еще одну мерку полуобхвата шеи. Но не обычную, а специальную рубашечную. Берем сантиметровую ленту, также надеваем ее на шею и смыкаем ее спереди. Таким образом, чтобы нижнее ребро сантиметровой ленты проходила по будущей линии края стойки, нижнего края стойки. Традиционно между сантиметровой лентой и шеей должно проходить 2 пальца. Это классический вариант рубашечного воротника, но вы можете делать и посвободнее, как вам комфортно. Например, можно ориентироваться на верхнюю границу ключичных бугров. Соединяем сантиметровую ленту и смотрим, какое значение у нас получилось. Наносим на базовую основу новую линию горловины по полочке. Еще один момент хочу упомянуть до того, как мы закончим с базовой основой. Проблемы с посадкой и прилеганием воротника могут быть вызваны нарушением баланса изделия. Поэтому основные лекала нужно проверить и отработать до того, как вы начали работу с воротником. Обычно это делается на первой примерке. Давайте теперь построим воротник. И по ходу дела я буду отмечать, на что стоит обращать внимание. Начнем со стойки. Построим линию нижнего края стойки. Поскольку нижний край стойки и линия горловины – это одно и то же, то измеряем длину горловины и откладываем ее по горизонтали. Теперь самый ответственный момент – это выбрать степень изгиба стойки. Если мы оставим стойку прямой, она будет выходить из горловины вертикально. Чем сильнее изогнута стойка на чертеже, тем больше будет ее наклон к шее, когда она надета на фигуру. Здесь важно заметить, что степень прилегания стойки к шее зависит не только от наклона самой стойки, но и от наклона того, к чему она прилегает, то есть поверхности шеи. И тут становится очевидно, почему так важно, где проходит линия горловины. Поверхность шеи на разных уровнях имеет разный наклон, поэтому одна и та же конструкция дает на них разное прилегание. Если мы работаем с классическим воротником, то есть на уровне 1, то для прилегания воротника на взрослом изделии достаточно поднять правый край стойки на высоту от 1,5 до 4 см. Выбор конкретного значения зависит от размера и формы шеи.
У меня полное прилегание получается при значении 3 см, но я сделаю посвободней, поэтому возьму 2,5 см. Но если бы мы работали на уровне 2, то для прилегания край стойки нужно поднять на 8-9 см. Такая конструкция тоже встречается. Конечно, это уже не классический рубашечный воротник, по сути это вариант обточной горловины, только без боковых швов. Вернемся к построению. От точки 2 отмерим перпендикулярно вверх 2,5 см. Отрезок 1,2 разделим на 3 равные части. И от левой трети через точку 3 нарисуем плавную линию. Измерим сантиметровой лентой получившуюся длину, и если она больше длины горловины, то укоротим ее со стороны спинки до нужного значения. Теперь достроим мысок. И здесь мы подходим к еще одному интересному моменту. Иногда под стойкой воротника планка образует небольшую складку. Если вы у себя такое заметили, знайте, что официально, так сказать, это не считается дефектом. И вы, вслед за многими мастерами, можете спокойно над этим не заморачиваться. Но если кому-то неаккуратненько, как в анекдоте, то это можно легко убрать. Эта складка образуется из-за того, что верхний край планки расположен горизонтально, тогда как стойка к ней подходит под углом. В итоге стойка выдавливает излишек ткани планки, образуя складку. Я встречала рекомендацию на этот счет укрепить планку дублерином, так чтобы сама планка могла отдавить стойку. Но я в данном случае предпочитаю действовать конструктивно. Для того, чтобы эта складка ушла, нужно, чтобы линия края стойки и окончания планки совпали. То есть, либо понизить верхний край планки, либо поднять нижний край окончания стойки. Я сделаю второй вариант. Продлим вправо нижний край стойки на 1/2 ширины планки. От крайней правой точки перпендикулярно вверх отмеряем 5 мм. Из полученной точки рисуем отрезок, равный ширине планки. У меня это 3 см. Второй конец этого отрезка должен лежать на линии края стойки. Это можно сделать при помощи циркуля. Из середины получившегося отрезка восстанавливаем перпендикуляр. Это будет наша линия середины переда. Нижний край стойки готов. По линии середины спинки отмерим высоту стойки. Что важно учесть при выборе высоты стойки? Первое – это длина шеи. Стандартная высота стойки для мужской рубашки – это 3-3,5 см. Но в индивидуальном пошиве нам важно соблюсти не стандарт, а пропорции. Поэтому в зависимости от длины шеи высоту стойки можно варьировать на плюс-минус 1 см. Я для себя возьму 3 см. Также при пошиве рубашки обязательно нужно выяснить, будет ли она носиться с пиджаком. И в этом случае подобрать высоту воротника рубашки так, чтобы он был выше ворота пиджака минимум на 1 см. Нарисуем линию верхнего края стойки. Стойка не обязана быть везде одинаковой высоты. Обычно ее разделяют на 3 равные части и 1 или 2 правые части заужают на 5 мм. Отрисовываем мысок и отмечаем расположение пуговицы. Обратите внимание, что к линии середины спинки все линии должны подходить под прямым углом. Наша стойка готова. Теперь построим отлет воротника и начнем с того, что отметим точку начала отлета на стойке. Верхние края отлета не обязаны между собой соприкасаться. Они могут быть разведены на расстояние до 1,5-2 см. Это стилистический момент и вопрос предпочтений. Но если рубашка будет носиться с галстуком, то это желательно сделать. Иногда это расстояние так и называют – tie space, то есть место под галстук. Я не планирую носить галстук, но края все равно разведу на 1 см. Для этого от линии середины переда отмеряю 5 мм в сторону спинки и ставлю точку начала отлета. Следующий важный момент, от которого зависит посадка воротника, это размер выточки по отлету. От этой выточки зависит, насколько край отлета будет отходить от стойки. Это нужно для того, чтобы край отлета не затягивал стойку. Некоторые ее вообще не делают. Это ошибка. Даже если вы планируете отлет, прилегающий к стойке, все равно из-за того, что и стойка, и отлет имеют толщину, их нужно немного развести. То есть минимальная выточка все равно должна быть. Особое значение эта выточка имеет, если рубашка будет носиться с галстуком. Между отлетом и стойкой для него должно быть достаточно места. Через точку начала отлета проводим горизонталь. И от этой горизонтали зеркально отражаем линию верхнего края стойки. Для минимальной выточки отмеряем по линии середины спинки вверх 5 мм и отрисовываем линию притачивания отлета. Для рубашки с галстуком можно взять 1-1,5 см. Отмерим по линии середины спинки ширину отлета. Она должна быть больше ширины стойки минимум на 1-1,5 см. Я возьму 1 см. Через крайнюю верхнюю точку проводим горизонталь. Дальнейшее построение зависит от выбранной формы воротника. Классический рубашечный воротник имеет множество вариаций, но есть 3, которые используются наиболее широко. Это, собственно, классический вариант,
Также вариант со срезанными углами отлета, который называется cutaway, и вариант на пуговицах button down. Для построения классического воротника мы из точки начала отлета строим перпендикуляр к краю отлета и от него отмеряем вправо 1 см. Проводим линию края отлета. Линию края отлета можно немного приталить и сделать более изящной. Отступим от линии середины спинки пару сантиметров и адресуем по лекальной линейке плавную линию немного внутрь и выведем в уголок. Слишком изгибать не стоит, так как вы сильно заузите отлет и сделаете слишком острый уголок, который потом будет трудно вывернуть. У меня получился прогиб внутрь пара миллиметров и итоговая длина края стойки 7,3 см. Для построения воротника cutaway мы линию края отлета уводим назад. В своих крайних проявлениях она отведена назад настолько, что в застегнутом виде располагается почти параллельно земле. Это довольно экстремальная форма, которая идет далеко не всем и не для всех случаев. Поэтому лучше ограничиться длиной края отлета не более 8 см. Вы также можете выбрать любой вариант между этими двумя. Построение воротника button down имеет очень много нюансов и заслуживает отдельного видео, поэтому я его не буду здесь приводить. Лекало воротника я рекомендую вырезать не в половину, а целиком. Это сделает дальнейшую работу легче и точнее. Пишите, с какими еще трудностями вы сталкивались при построении воротника рубашки. Оставляйте свои дополнения и замечания, для меня они очень ценны. В следующем видео я буду собирать воротник и тестить интересные обработки. А пока с вами ненадолго прощаюсь. Это канал Шьем с умом. С вами была Александра. Пока-пока.